Hola, señores! К сегодняшнему дню уже более 1,5 лет, как я работаю системным администратором, и поэтому я решил записать это видео, рассказать, что из себя представляет эта работа, какими навыками необходимо обладать, и стоит ли вообще на нее устраиваться, или от этого стоит убегать. Примерно подобное видео про работу бариста у меня уже имеется на моем канале, я оставлю ее тут в подсказках, ну а мы начинаем. В общем и целом нет такого списка задач и обязанностей, которые необходимо знать любому универсальному сисадмину. В каждой фирме это набор своих каких-то вещей, в зависимости от компании. Но есть самое основное и главное деление, это на сисадминов, которые работают в крупной фирме, и на сисадминов, которые работают в маленькой фирме. Сам я работаю в крупной фирме, но начну рассказ про маленькую фирму, ибо там меньше, короче, чтобы у вас было хотя бы какое-то понимание с тем, что это. Маленькая компания, обычно это пару десятков сотрудников, один офис и один или два системных администратора, задача которых заключается в поддержке всего, что связано так или иначе с компьютерами. Починка компов, переустановка винды, решение каких-то ошибок, удаление вирусов, настройка принтеров, починка иногда принтеров, замена в них картриджей, ну и, конечно же, самое основное – поддержание работы интернета. С чего вообще начинается сисадминство в таком предприятии, в такой компании? Естественно, с настройки интернета. Буду понемногу рассказывать такие вещи, которые сисадмин, естественно, в теории должен уже знать, чтобы у вас складывалось представление о том, что это и как это. Когда в офис, ну или, к примеру, к вам домой приходит интернет-кабель, первое, куда он попадает, это в маршрутизатор. Маршрутизатор можно сравнить с домашним роутером, фактически это одни и те же вещи. Что делает у нас маршрутизатор? Он регистрируется в сети интернета, то есть вводит логины и пароли, на чем задача домашнего роутера в целом заканчивается. Но у него еще есть много важных задач. Это выдача IP-адресов, то есть имен компьютеров, чтобы они могли общаться с друг другом. Это ведение DNS-базы, опять-таки же для того, чтобы компьютеры могли общаться с друг другом. Это управление пакетами, то есть что, куда и как пересылается. Создание подсетей, то есть настройка структуры безопасности, к примеру, там вот эти устройства, это у нас принтера, у них не должно быть доступа к интернету, а это устройства у нас компьютеры, у них пускай будет доступ к интернету, но, к примеру, мы ограничим вот эти сайты. Вот это вот то, что делает маршрутизатор. Маршрутизатор, эта коробка всегда достаточно дорогая, и, естественно, чем больше у нее портов, тем она дороже, по той причине, что каждым ее портом можно узконаправленно управлять. Это далеко не всегда нужно, особенно в маленьких компаниях. Достаточно настроить всецело один маршрутизатор и дальше просто подключать к нему компьютер. Поэтому здесь выходит на сцену коммутатор. Коммутатор чем-то можно сравнить с маршрутизатором. Коробка выглядит фактически точно так же, но порядком глупее. Фактически все, что он делает, это просто расширяет количество разъемов у маршрутизатора, ну или же портов. Из одного делает их 5, 10, 15, 20. Все. Есть, конечно, исключения в виде коммутаторов третьего уровня. Я в это сейчас вдаваться не буду. Просто можете знать то, что это существует. И если вам интересно, дальше уже про это почитать. Но, в общем, в целом, маршрутизатор – это мозг всей сети и интернета, такого локального, который существует в пределах офиса. Коммутатор лишь добавляет к нему портов, чтобы у нас вместо 5 портов было их там, к примеру, 20, и хватило на все компьютеры. После коммутатора все наши пачкарда, витые пары, G45, либо просто кабеля Ethernet, называть можно по-разному, но все это одно и то же, подключаются к компьютерам, принтерам и телефонным базам, если у нас интернет-телефоны. Все, мы это подключаем, на этом именно система коммутации, то есть втыкивание одного в другого, закончено. В маленькой компании обычно нет отдельной серверной, по той причине, что зачем нам целая комната под две коробочки, ибо в маленьких фирмах очень редко, когда используют сервера. То есть из такой сисадминской сетевой инфраструктуры это обычно все. Маршрутизатор, коммутатор и куча кабелей, чтобы подключить эти компьютеры. В редких ситуациях, когда существует отдельный сервер, ну или компьютер, который выполняет роли сервера для, к примеру, хранения файлов. И то это далеко не всегда есть, но вот, допустим, может быть один маленький серверок, выделять под это целую комнату в целом нужды нет.
угол в офисе, под этого прям за глаза хватит. Маршрутизатор с коммутатором вообще можно к стене прикрутить. Все. Дальше идет уже настройка всей нашей системы для того, чтобы она корректно работала. Во-первых, мы настраиваем маршрутизатор, как я заикался про это ранее, то есть кому какие IP-имена выдаются, как это будет выглядеть, какие доступа у нас будут, что мы будем делать. Как я уже говорил, там доступа под принтера. Да-да, принтер можно подключить не только по USB, но и еще его можно подключить к коммутаторам, чтобы, к примеру, все имеющиеся 20 компьютеров могли печатать на этот принтер или сканировать с этого принтера документы. Также там телефонные базы, все это понятно. Вот. Важным аспектом являются рабочие группы на виндовсовых компьютерах. Думаю, все из вас замечали при установке новой винды то, что винда спрашивает, в какую рабочую группу добавить компьютер. Кстати, по-моему, на 11 винде это убрали. Раньше это точно спрашивал, сейчас пользователи, по-моему, начинают все глупее, глупее, глупее считать. Вот. Что из себя представляет рабочая группа? Стандартное название Work Group. Для чего она нужна? Рабочая группа, как понятно из названия, это группа компьютеров. Для того, чтобы было проще их, скажем так, настраивать. К примеру, у нас есть наша фирма под названием Мир Одеял. Допустим, Мир Одеял. И мы каждый из этих компьютеров добавляем в рабочую группу Мир Одеял. Что нам это позволяет? Наш такой некоторый сервер в лице компьютера, на котором стоит жесткий диск, или может быть один из пользовательских компьютеров, на который мы поставили один дополнительный жесткий диск, выполняет роль такого локального файлообменника. То есть мы просто создаем на этом жестком диске папку, и эту папку делаем общей, шарим ее на все компьютеры. Но, допустим, если мы ее просто делаем общей для всех, понятное дело, что с интернета к нее, допустим, не достучаться. Окей, но может прийти сотрудник из сторонней фирмы или кто-то просто из злоумышленников, взломать рабочий Wi-Fi, и тогда он получит доступ к этой папке. А там могут быть важные документы. Прописывать доступ на каждый компьютер, дескать, компьютер с таким-то именем, может с таким-то именем, с таким-то именем, это геморрой, и каждый раз придется эту папку перенастраивать. Для этого у нас как раз существуют рабочие группы. Все наши компьютеры в одной рабочей группе. Мы создаем эту папку и даем с нее доступ на всех членов вот этой рабочей группы. И, соответственно, все компьютеры, которые относятся к этой рабочей группе, могут открыть эту папку и что-то там с ней делать. Это такое очень краткое объяснение того, что такое рабочая группа и для чего она сделана. Все. На этом понимание, представление задач, которые необходимо делать в качестве сисадмина маленькой фирмы, в общем и целом закончено. Конечно, есть исключения в лице фирм, которые работают с узконаправленным софтом или какими-то зарубежными компаниями там, из Индии, из Китая или еще с кем-то, и там нужно более точно настраивать сеть для того, чтобы были там какие-то VPN-подключения, прокси-сервера и все тому прочее, но это уже исключение. Общая картина выглядит так. Набор знаний, которые нам нужно иметь. Умение работать с компьютером, продвинутые навыки гуглинга, отсутствие страха к решению ошибок вылетающих и просто понимание, ага, здесь вот это выкнуть, вот это, иметь метод решения проблем на компе, за исключением того, чтобы просто снести винду. То есть должны быть более человеческие способы починить винду, а не только ее всегда сносить. Умение настраивать принтера там, по USB, по сети, даже если вы никогда не работали с принтерами, у вас их дома не было, посмотрите буквально 2 видоса на YouTube, как настроить принтер по сети и по USB, и все, вы умеете настраивать практически все принтера в этом мире. И маленькая такая база по коммутации, маршрутизации. Какие задачи вы будете выполнять? Все вышеперечисленные, то есть еще, возможно, к вам будут обращаться с помощью починки личной техники. Или, к примеру, рухнет интернет, и вам нужно будет оперативно что-то с этим сделать. Дозвониться до оператора, узнать, когда появится интернет, начинать раздавать интернет с телефона или еще что-то. Ну, поддержание работоспособности интернета. Все. Теперь переходим к плюсам и минусам работы маленькой компании. Из плюсов, естественно, можно выделить низкий порог входа и маленькое количество необходимых знаний. То есть знать нужно мало, делать нужно мало именно в плане разнообразности задач. Вы только окончили колледж, вы еще учитесь в колледже или на вышке, хотите какую-то работу хотя бы маломальски связанную с компами, или вы вообще там хотите сменить свою область работы, но ваши знания еще далеко не велики, и вы хотите наработать себе стажа, работать сисадмином в маленькой фирме – это то, что вам нужно. Умеете чинить виндовсовые компы,
Умеете настраивать домашние роутеры, готовы почитать еще несколько брошюрок по более точной настройке роутеров и посмотреть 2 видоса, как настраивать принтера, все, чудесно, вы прекрасная вакансия на сисадмина в маленькой компании. Вторым плюсом является то, что ограниченное количество задач. То есть появилась задача, у кого-то сломался компьютер, неполадки с принтером, еще что-то, вы подошли, вы эту задачу решили, все, задачи нет. Если у вас не какой-то безумный строгий начальник, который пытается всех своих сотрудников заставить чем угодно заниматься, лишь бы они не филонили, а обычный человек понимает, что если нет задач, можно отдохнуть, то можно там полдня сидеть во ВКонтакте, в Ютубе, еще где-то и заниматься, в принципе, всем чем угодно. Компы все-таки ломаются не каждые 5 минут, и нет такой бесконечной постоянной работы. Думаю, на этом основные плюсы работы в маленькой фирме заканчиваются. Переходим к минусам. Из минусов это, естественно, скучные задачи. Да, задачи очень простые, но оттого они скучные, они не разнообразные. Это одинаковые, однотипные задачи. Вылетела какая-то ошибка, нужно установить какую-то программу, принтер опять не печатает, надо по нему постучать. Ну вот что-нибудь из такого разряда. Ничего там интересного нет, по той причине, что инфраструктура маленькая, систем мало, каких-то серверов их либо вообще нет, либо 1-2, и то это редко когда можно назвать действительно сервером. Узконаправленного интересного софта тоже нет, то есть двигаться там мало куда. Единственное, можно предположить, то, что если у вас много свободного времени, вы можете как бы читать и смотреть видосы в ваше свободное время и там уже чему-то научиться. Но все-таки тут очень важна практика. Следующим вторым минусом является отсутствие возможности полноценного карьерного роста и увеличения своей заработной платы. Соответственно, вы там единственный сисадмин или у вас двое, куда вам? Выше расти некуда, стать ведущим невозможно, перейти в смежный отдел практически невозможно. И если у вас маленькая компания не из разряда ребят, которые написали Инстаграм, то вряд ли вам кто-то будет платить огромные деньги или стабильно повышать вашу зарплату. То есть зарплата неизменная зачастую, редко когда повышаемая, сменить должность вообще практически невозможно, можно там забыть об этом. Подытожив о работе в маленькой фирме. Если вы только новичок, вам там 18, 19, 20 лет, там 21, 22, вы хотите только войти в там, IT-индустрию, скажем так, или наоборот, вам уже сколько-то лет, но вы хотите сменить род вашей деятельности, не обладаете большим количеством знаний, согласны на то, чтобы работать с однотипными задачами, довольно простыми, и не иметь перспектив крутых с карьерным ростом по каким-то вашим личным причинам, то в целом, да, это интересный экспириенс, прикольно можно поработать. Даже если вам, к примеру, это надоест через там, год, полтора-два, ну, не думаю, что у вас там кто-то привяжет батареи и не даст возможности уволиться. Это интересный опыт, и попробовать можно. Теперь переходим к более большой и интересной части. Это работа в крупной фирме. Работа в крупной фирме уже имеет полноценную иерархию системного администрирования. То есть у нас существуют линии. Первая, вторая и в некоторых ситуациях, например, как у нас в фирме, третья линия технической поддержки. Как это работает, что это такое и в чем заключается суть. У какого-то из сотрудников компании что-то ломается, к примеру, у него не печатает принтер. Каким угодно способом он связывается с сотрудником первой линии. Он может написать на почту, он может позвонить по телефону там, или в любой другой мессенджер, все что угодно. И говорит о том, что так и так, у меня не печатает принтер. Сотрудник первой линии в этот момент, во-первых, в специальном сервисе создает запрос о том, что от такого-то пользователя пришла информация о наличии такой-то ошибки в такое-то время. Та-дам, готово. И начинает определять, компетентен ли он для решения этой задачи. Чем занимается в основном первая линия? Смена паролей, смена почтовых аккаунтов, создание учетной записи пользователей, примитивные подсказки по типу того, куда и как подключить мышку, клавиатуру, веб-камеру. То есть такие самые базовые примитивные задачи. Это, знаете, те ребята, которых вы услышите, когда позвоните своему провайдеру. Он скажет то, что там перезапустите роутер, скажите, какие лампочки светятся, вот что-то из такого разряда. Конечно, есть более профессиональные ребята в этой сфере, и, к примеру, Google администрирование, Microsoft администрирование. Это уже далеко не простые задачи, но основной набор аспектов, он примерно такой.
Если сотрудник первой линии понимает, что он недостаточно квалифицирован для того, чтобы выполнить эту задачу, то он ее переправляет на сотрудников второй линии. Сотрудники второй линии — это такой, знаете, типичный никейщик из разряда того, что-то вот типа из сотрудника маленькой фирмы. Настройка принтеров, починка компов, вылетающие ошибки, не открывается какой-то сайт, залагал браузер, а у меня не включается вообще компьютер, какую-то ошибку выкидывает. Вот это вот все делает сотрудник второй линии. В каких-то ситуациях это небольшая работа с серверами, небольшая, может быть, работа с маленькими маршрутизаторами, скажем так, более локальными, но далеко не всегда, тут уже в зависимости от компании. Кто-то делает, кто-то нет. У кого-то больше, у кого-то меньше. В каких-то ситуациях, когда третьей линии не существует, вторая линия полностью поддерживает всю сетевую инфраструктуру, она полностью поддерживает все сервера, коммутацию, маршрутизацию и много-много-много чего. У нас есть третья линия, поэтому мой набор задач более такой ограничен. Если я, к примеру, понимаю то, что для решения этой задачи нужно что-то поменять на каком-то ключевом там сервере, или проблема в маршрутизаторе довольно главном, который стоит в каких-то крупных офисах или еще что-то, и я понимаю, что у меня нет навыков и доступов для решения этой задачи, соответственно, я ее передаю на третью линию. Третья линия — это уже не совсем сисадмины. Если первая линия считается все-таки сисадминами, пускай они выполняют мало таких именно сисадминских, я бы сказал, задач, там больше идет общение с пользователями, но это все-таки сисадмины. Вторая линия — это прям сисадмин и никейщик классический такой. То третья линия — это не совсем сисадминство, это уже идет деление на какие-то более узконаправленные вещи. К примеру, это сетевая инженерия, работа с сервисами или работа с серверами, там, ЦОД. И дальше они решают эту задачу. Теоретически подразумевается, что заявка, попадающая в эти линии, так или иначе, рано или поздно будет решена одной из этих трех линий. На первой, либо там уже на второй, либо уже на третьей. Все. Сам я работаю на второй линии, поэтому рассказ буду основной вести про работу на второй линии системного администратора. Мои рабочие задачи и количество, какими навыками, точнее, я обладаю для того, чтобы спокойно и стабильно работать на своей работе. И вернемся к сравнению с маленькой фирмой. Ключевое отличие, еще одно из немногих, с тем, что если в маленькой фирме используются рабочие группы, о которых я уже заикался, то в крупной фирме используется домен. Домен — это сервер главенствующий, который управляет всеми остальными компьютерами и говорит о том, как им правильно работать. У нас стоит сервер, который отвечает просто на какие-то вопросы, скажем так. Каждый из компьютеров при настройке на нем винды, или уже когда винда настроена и перенастройки, вместо того, чтобы выбирать пункт «Подключиться к рабочей группе», выбирается домен. После этого вводится там логин, пароль доменного администратора и, соответственно, имя самого домена. Компьютер отправляет запрос на домен и присоединяется к нему. Что нам эта система дает, что она позволяет, для чего она вообще нужна? У нас, представим эту систему в уменьшенном формате. Допустим, у нас один компьютер, выступающий в роли домена. Фактически домен может быть обычный, даже ваш домашний ноутбук, главное его просто по-другому перенастроить, но зачастую это именно узконаправленные сервера. У нас стоит один домен и, допустим, 3 компьютера. Эти 3 компьютера к этому домену подключены и, соответственно, являются для него управляемыми компьютерами, которыми он может управлять. На доменном компьютере я создаю учетную запись, к примеру, себя, и говорю то, что эта учетная запись является администратором системы. После этого, если все компьютеры подключены к домену, при попытке подключиться к любому из компьютеров и введении в графе логин и пароль свои учетные данные, которые я создал на домене, компьютер отправит запрос на домен, спросит у него, существует ли такая учетная запись, получит ответ о том, что она существует, пароль совпадает и загрузит мне рабочий стол. Даже если этот компьютер никогда в жизни не видел меня как пользователя, он возьмет данные из домена. Это может быть даже набор специальных программ, которые должны быть у меня на рабочем столе, и, естественно, набор привилегий, которыми я обладаю. У меня появится мой отдельный рабочий стол, в винде в папке пользователей появится отдельная папка с моими файлами, и, к примеру, с учетом того, что я создал себя как администратор, я смогу выполнять действия, требующие администраторских правах на клиентском компьютере. Вот для чего нужна эта система. Это
Расширенная настройка доступа с тем, что любой сотрудник может подойти к любому компьютеру, находящемуся в домене, и подключиться к нему, выполнить свои рабочие задачи. Это настройка доступов с тем, что у нас 1000 сотрудников. Если мы каждому из этих сотрудников дадим доступ к админским правам, то у нас половина фирмы засорится вирусами, кто-нибудь взломает бухгалтерию, украдет важные документы и там все. Фирма разрушится на том, что киберпреступность ее просто расстреляет. Поэтому мы не можем себе позволить выдавать каждому обычному пользователю администраторские права. Админскими правами должен обладать только системный администратор, который системой в целом управляет и в случае чего ее чинит. Поэтому мы создаем доменную учетку. У пользователя есть права только обычного пользователя, и что-то менять на компе он не может. Локальных учеток на компьютерах особо обычно-то и нет. Все. Соответственно, это позволяет сделать что? Пользователь работает за компьютером, у него все хорошо, пытается что-то открыть, у него это не открывается. Тут прихожу я, этот комп меня никогда не видел, я логинюсь под собой и что-то там чиню. Устанавливаю программу, удаляю их, еще что-то. Вот это такая коротко объясняющая система домена, что она из себя представляет. Что же я делаю? Соответственно, я по запросам чиню компы, я настраиваю принтера, я преднастраиваю компьютеры, то есть это для них установка винды, устанавливаю рабочие места, к примеру, там, на складе или в офисе открывается новое рабочее место, притащить туда комп, все это подключить, все это настроить, все это включить и объяснить пользователю вообще, как этим пользоваться, что это из себя представляет. Настройка Wi-Fi, настройка некоторых серверов, работы с некоторыми серверами, будь то VDS, DNS, DHCP, как из основных. И в целом это из общих таких, если не распотягивать это видео на десятки часов, а ведь можно было, это все, с чем я работаю. Мне приходит запрос о том, что что-то сломалось, я это чиню. Есть, конечно, более крупные задачи, как настройка какого-то сервера, перенастройка какого-то сервера, либо работа с какими-то крупными программами формата, как же оно там называлось-то? Формата клиент-агент. То есть, когда у нас на каком-то сервере есть клиент программы, правильно же? Да, по-моему, клиент программы. Клиент программы. И на пользовательских компьютерах у нас уже сами агенты программы. Что это позволяет нам? К примеру, у нас есть корпоративный Касперский. На сервере у нас лежит программа, которая управляет Касперскими. А на компьютерах валяются маленькие агенты, которые проводят чистку компьютера от вирусов. И мы через сервер говорим то, что вот каждый день в 6 часов на каждый из этих маленьких агентов отправляй запрос с тем, чтобы они проводили проверку компа на вирусы и потом отправляли на сервер отчетность. И мы вот на этом сервере уже можем видеть отчетность с тем, что там 3000 компьютеров сказали вот это, на 1500 там вирусы, тут этого нет, здесь вообще нету этих агентов, кто-то там, например, не ответил, кто-то это еще делает. Работа, то есть такими программами, это уже обычно более такие крупные задачи. Какими навыками нужно обладать, чтобы работать на должности системного администратора второй линии технической поддержки? Первое, это работа с AD, она же активная директория. Вдаваться в подробности, что это, не буду, просто если вас это интересует, почитайте, посмотрите, чего-то сложного нет, довольно простая вещь, но самая базовая. Потом, естественно, логика понимания работы компьютеров, как они взаимосвязаны, базовое понятие маршрутизации сети. Как, куда, через что отправляются пакеты, как это все подключается, как оно работает. Соответственно, умение чинить компы, перенастраивать их, переустанавливать на них винду как примитив, но зачастую именно чинить их. То есть не просто перенастраивать винду на компе, а при наличии ошибки уметь ее именно решить. Настройка и работа с серверами. Из базовых серверов всегда можно выделить DNS, DHCP, могу еще выделить VDS сервер, но это уже более узконаправленная такая вещь. Ну вот такой самый основной пул. И в общем и целом, из прям такой базы, которая 100% нужна везде, это все. Почитайте про то, как работать с маршрутизаторными коммутаторами, DNS, DHCP сервера, починка компов, активная директория. На этом база заключена, дальше уже смотрите более четко по вакансиям,
Открываете вакансию, смотрите, что они требуют, потом начинаете вычитывать про это на каких-то сторонних ресурсах. Если у вас все окей, все good, вы понимаете то, что это несложная вещь, ну окей. Если это сложное, потратьте больше времени на это. Это все. Кто вообще может устроиться на вторую линию? Честно говоря, человек с нуля, не имея именно опыта работы, здесь уже не идет речи об просто личном каком-то навыке, не имея опыта работы на вторую линию, очень редко когда может устроиться. Единственным исключением является, как примерно у меня это было, когда есть человек, который уже работает на второй линии, и он вас конкретно по задачам может на протяжении хотя бы недели поподтягивать и пообъяснять, что, куда и как, с чем они работают, что они используют, как этим пользоваться, как, куда чего, хотя бы чтобы вас прям подтянули за неделю. С нуля, имея просто базовые знания, там, человека, который каждый день пользуется компом и умеет гуглить, устроиться на вторую линию зачастую сложно. Единственное, можно устроиться на первую линию и через какое-то время уже перейти на вторую линию. Немного подытожим. Плюсы и минусы работы в большой компании системным администратором. Из плюсов это, естественно, интересные задачи. Задач очень много, задачи очень разные. Это более крупные, это работа с софтом, это работа с серверами, это работа с сетевой коммутацией, много отделов, много подразделений, много еще чего-то. Всегда находятся интересные задачи. Это, конечно, не говорит о том, что вы всегда будете заниматься этими интересными задачами. Нудятины всегда очень и очень много, на какой бы должности вы ни сидели, но они хотя бы потенциально существуют. Следующее. Возможность карьерного и финансового роста. За счет того, что опять-таки же должностей много, отделов много, вы можете стать ведущим сисадмином, вы можете стать замдиректором технического департамента, директором технического департамента. Если вы на первой линии, перейти на вторую линию, если вы на второй линии, перейти на третью линию. Также можно расти по грейдам. Грейды это фактически разряд, как у сварщиков. С тем, что люди сидят на одной и той же должности, но все объективно понимают то, что какой-то из сотрудников более квалифицированный, способен выполнять более сложные задачи и в более большом объеме. Соответственно, ему и платят денежку чуть-чуть побольше. Из основных плюсов это все. По минусам. Из минусов, наверное, выделю то, что бесконечное, просто бесконечное количество задач. Редко, когда бывают ситуации, когда задач действительно нет. То есть, так или иначе, почти всегда у кого-то что-то ломается. Даже если у кого-то что-то не ломается, практически всегда есть сервер, который можно настроить, перенастроить, программа, которую можно настроить, перенастроить, регулярная задача, которую там можно отследить, переотследить, проблемные компы, с которыми всегда есть проблемы, программы, с которыми всегда есть проблемы, что-то всегда есть чего покопаться, и далеко не всегда бывают моменты с тем, чтобы, там, не знаю, на работе, скажем так, похалявить. Особенно у сотрудников первой линии по той причине, что им прям звонят. Вот там вообще халявить редко когда удается. Единственное, то, что я знаю лично у нас в компании, ребята любят попутно с работы сидеть в Дискорде, чтобы хотя бы как-то морально разгружаться от бесконечных звонков людей, общаться еще с кем-то другим. На этом тему с работой в крупной фирме можно закрыть и уже подытожить все, что я успел наговорить за прошедшие полчаса. Во-первых, для кого вообще работать с сисадмином? Вы хотите быть программистом, кибербезопасником или еще кем-то связанным с компов, но у вас не получается устроиться на эту должность, ибо нет вакансий, нет навыков, еще что-то? Прекрасно, сисадминство для вас. Вы хотите работать с компьютерами, но еще не знаете, в какой именно области? Прекрасно, можете попробовать. Тут у вас будет время попробовать себя в разных направлениях, ну и просто время зарабатывать деньги и уже подумать на эту тематику и все-таки быть близко к ней, заодно и вариться в кругах таких людей, найти новые связи, к примеру. Вы умеете маломальски там разбираться в компах, их чинить, но считаете, что это не совсем ваша профессия, но вам нужна работенка на полгода-год, да, почему нет? Если вы можете там пойти устроиться в маленькую компанию, либо же в большую на первую линию. Да, я думаю, это именно для вас.
Один важный ключевой навык, как мне кажется, на котором строится вообще вся работа с компьютерами, будь то сисадминство, программирование или что-либо другое. Самый важный ключевой, если вы им обладаете, обладаете в большой мере, то стать сисадмином для вас это вопрос 1-2 недель. Логика. Очень важным фактором является логика. Если вы обладаете развитой логикой, то по интерфейсу программы вы уже можете понять, как с ней работать. Вы быстро все можете нагугливать, находить нужные сайты, выцеплять нужные ссылки, понимать взаимосвязь, как из имеющихся ресурсов получить необходимую цель. Понимать, что сломалось в системе по той причине, что в голове вы выстраиваете логическую цепочку того, что сломалось. И также могу сказать, для кого эта работа не подходит. Соответственно, что из этого выливается. Если у вас напрочь нет логики, я, конечно, считаю, что логика есть у всех людей в этом мире, но я отлично знаю то, что у кого-то она развита порядком больше, у кого-то порядком меньше. Если у вас логики нет, вы это дело ненавидите и не хотите ее развивать, то эта работа точно не для вас. Если у вас логика слабо развита, но вы хотите себя попробовать на сисадминстве, несколько недель, желательно месяц, займитесь именно развитием логики. Пытайтесь выстраивать какие-то логические цепочки, придумывать решения задач. К примеру, взять какой-то предмет и придумать ему 30 способов применения. Открыть новую неизведанную вам программу и попытаться по интерфейсу понять, как с ней работать. Просто как такие примитивные вещи. Логика развивается обычно порядком дольше, чем умение работать с какой-то определенной программкой, например. Поэтому на это нужно уделять порядком больше времени. Итоговое такое финишное заключение. Нравится ли мне самому работать с сисадмином? Да, это хорошая работа. Конечно, может быть, в ней не совсем хватает какого-то творчества, как, я не знаю, написание картин, песен или запись даже вот этих самых видосов. Но это интересная работа. Главное, чтобы вам попалась хорошая фирма с хорошими задачами, с хорошими коллегами и хорошим начальством. Если вам интересна еще подобная болтовня на тему бариста, еще раз напоминаю то, что в подсказках валяется видос, и где-нибудь в описании я оставлю на него ссылку. Может быть, и эта тема вам точно так же будет интересна. Всем спасибо за просмотр.